Особенности разборки кривошипно-шатунного механизма. Что это такое и зачем это нужно? Давайте сегодня разберем эту тему. И всем привет! Как всегда. Итак, прежде чем начать основную часть данного видео, хотелось бы сказать то, что сегодняшнее видео, да, короткое, но в то же время не менее важное по содержанию. Значит, необходимость ремонта деталей кривошипно-шатунного механизма заключается в следствии износа его деталей и заключается в восстановлении или полной замене. Обычно подобного рода операции производят на снятом с автомобиля двигателе. Но и без снятия двигателя с автомобиля можно произвести следующие рода операции. А именно, снятие крышки головки блока цилиндров, снятие головки блока цилиндров и снятие поддона картера. Данные разборочные работы производят с целью устранения старой прокладки, регулировки или ремонта газораспределительного механизма, удаления нагара с днища поршня и со стенок камеры сгорания. При разборке следует выполнить следующие требования. Первоначально ослабить гайки по всему периметру головки цилиндров. Снимается с двигателя чаще всего из-за деталей ГРМ и для удаления нагара. При установке головки цилиндров на место необходимо затягивать гайки в определенной последовательности с моментом затяжки, указанные в руководстве по эксплуатации. По сути, это все, что я хотел сегодня вам рассказать. Я считаю, то, что видео было полезным и интересным. Поэтому, если это кого-то смогло заинтересовать, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий. Если были какие-то ошибки с моей стороны, то вместо глупого дизлайка лучше напишите комментарий, в котором опишите, в чем была моя ошибка, и я постараюсь ее исправить. А пока что на этом все. Всем спасибо, удачи и помните, дальше будет только интереснее.